Здравствуйте. В эфире телеканала Айтон ТВ программа «Здоровье не купишь». В студии я ее ведущий Александр Гурарье, и со мной доктор Лев Левит, главный врач клиники Центра лечения и реабилитации детей с задержкой и нарушениями умственного развития. Доктор, здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем тему, которую мы подняли в прошлой нашей передаче. Мы говорили об аутизме, и о чем мы поговорим сегодня? Сегодня мы продолжим эту тему, проблему развития, интеллектуального развития детей, интеллектуального и психофизического развития. И я бы хотел, чтобы вот сейчас, в начале нашей передачи, нам подключились наши пациенты и рассказали о своих случаях. И дальше мы уже продолжим нашу беседу. Доктор, давайте послушаем еще одну вашу пациентку, которая подсоединилась к нам в процессе передачи. Это Ольга. Ольга, здравствуйте, вы слышите нас? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Откуда вы? Татарстан, город Казань. Город Казань. Вот у нас уже вторая Казань. Я вот хочу сказать по поводу Оли. Значит, ее ребенок Андрюша. И это проблема, вот если мы затрагивали в прошлой передаче по поводу поствакцинальных реакций, посттравматических, это ребенок особый, так называемый ребенок с синдромом Дауна. Солнечные детки, почему солнечные? Они добрые, отзывчивые. Это, казалось бы, не клиническая проблема, никакого отношения к методу краниоцеребральной стимуляции не имеет. Но оказалось, что, оказывается, генетические проблемы, такие как Икс-Шавир заболевание или, допустим, Даун-синдром, любые генетические заболевания, которые связаны с нарушениями развития или отставаниями, оказывается, поддаются лечению. То есть мы не можем вылечить само заболевание генетическое, но коррегировать его состояние ребенка в это состояние возможно. Оказывается, дети прекрасно поддаются коррекции. Именно то есть вы учите ребенка жить вот с этими вещами? Нет, не учу. Мы проводим лечение, и мозг ребенка начинает лучше функционировать. И за счет этого ребенок продвигается в обучении, в образовании и так далее. То есть мы не лечим его, то есть мы не учим ребенка, учат его реабилитологи, которые занимаются. Мы улучшаем функциональность центральной нервной системы. И за счет этого ребенок продвигается. Оля, расскажите, пожалуйста, ваш случай. Моему ребенку сейчас на данный момент 12 лет. Попали мы к доктору Левиту, когда ему было 11 лет. Синдром Дауна. Такой диагноз у него. Ну, я была очень обеспокоена, что ребенку 11 лет, и что у нас это лечение у доктора Левита пройдет как-то, ну, из-за возраста не так эффективно, как бы хотелось. Но мы прошли 5 всего лишь дней у доктора Левита лечения, и были результаты, они не шли сразу, эти результаты, но в течение 5 дней, когда мы закончили курс, мы поехали домой, и уже Андрей выдал первый уже результат, который меня я была просто, ну, в восторге. Это вроде как элементарно, он очень не любил разукрашивать, разукрашки, это элементарно, там разукрашивать надо различными цветами, не выходя за границу. Здесь, пока я с сестрой ехала в поезде, разговаривала, он на моих глазах берет, разукрашивает разукрашки, маленький пояс разными цветами, да, нужными, не заходя за границу, и четко держал. У них очень страдает моторика. У детей с синдромом Дауна очень все страдает. Это генетическая проблема, я это понимала, что это, ну, сложный такой... Оля, у нас много изменений произошло, да? Более конкретно расскажите все изменения, которые произошли у ребенка сейчас. Я вкратце расскажу. Ребенок у меня занимался 5 лет у логопеда-дефектолога. И за 5 лет не было хороших таких результатов, которые бы меня порадовали и нашего логопеда-дефектолога. В конце года, вот в конце учебного года, в мае, я попросила ее рассказать об Андрее, его результаты именно за этот год. И была очень рада. И логопед-дефектолог. Я прям вот выписала, до передачи я прослушала ее сообщение мне, я прям выписала эти фразы, то, что она сказала, потому что такого не было. Это был выстрел. Результаты, она говорила, наилучшие. Это было слуховое внимание и память. Она гораздо улучшились. Прогресс.
А как педагог. сейчас ребенок себя чувствует, как он реагирует, какие у него успехи? У него очень хорошие успехи. Нам логопед-дефектолог сказал, вы к нам больше не будете ходить. Вам ничего не надо от меня. Вы развиваетесь просто дома. У нас много очень кружков физической нагрузки. Ребенок в этом году пошел на программирование. Такие дети вообще не занимаются программированием. Мой ребенок занимается программированием и занимается играми в том плане, что учитель учит их на компьютере создавать игры. Это же очень большой прогресс. Прогресс у нас в зрительном внимании, в слуховом внимании, в логическом, словесно-логическом мышлении. Это было просто, ну вот эти важные критерии, которые должен ребенок иметь, это все выстрелы. Она прям сказала, был выстрел. Ни разу не было за 5 лет такого. Речь намного улучшилась. У нас были какие-то скомканные, непонятные слова. Здесь пошли предложения с 2-3 слов. Можно ребенка понимать. Конечно, фраз таких нету в разговорной речи, но ребенок может объяснить и рассказать. Чтение очень улучшилось. Ребенок даже может прочитать достаточно хороший рассказ, как логопед-дефектолог. Она ему задает вопрос, и на вопрос ребенок отвечает. И да, это интересно, с таким диагнозом, доктор. А вот дальнейшее развитие, то есть вот этот процесс, его надо постоянно подогревать, его надо постоянно с этим работать процессом. Ну, это все индивидуально, понимаете, у ребенка. Есть дети, с которым проведешь один курс, и он его прорывает. Это зависит от того глубины поражения мозга, реакции организма на патологию, которая возникла. Там очень сложный процесс. Но есть дети, с которыми нужно регулярно работать. Лучше всего, конечно, с детьми работать регулярно, хотя бы вывести на тот уровень, который уже ребенок может самостоятельно развиваться. Но вот ребенок с таким диагнозом, вот этот конкретный ребенок, да. Вот, скажем так, до какого уровня он может достигнуть? Он может... Я не думаю, что надо думать, что это прям будет уровень нормального, здорового человека, допустим, который не обременен генетической патологией. То есть, совсем вылечить невозможно, но приблизиться максимально. Допустим, если ребенок, нас устраивает, если ребенок может социализироваться, может себя обслуживать самостоятельно, приготовить еду, пойти в магазин, читать, писать и так далее, это уже хорошо. Понимаете, главное, чтобы ребенок был самостоятелен, особенно с генетической патологией. Понимаете, это очень много, значит. Очень давайте еще. И я вот сейчас хочу Таню, пожалуйста, Таня, вы можете ответить? Да, сейчас мы увидим Таню. Таня из Санкт-Петербурга на связи с нашей студией. Да, здравствуйте. Таня, да, мы вас уже слышим, надеюсь, сейчас будем видеть. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я мама ребенка с особенностями развития. На сегодняшний день эти особенности практически минимизированы благодаря нашему доктору. В 2 словах могу рассказать нашу историю. Мы немножко отличаемся от всех предыдущих деток, про которых рассказывали. Мой ребенок изначально родился с задержкой развития, возможно, это была какая-то родовая травма. Он просто не начал делать практически ничего вовремя. И несмотря на огромные труды, реабилитации, занятия и бесконечные больницы, в годик мой ребенок только переворачивался. К доктору мы попали по рекомендации. В одном из реабилитационных центров Словакии я встретила маму, которая порекомендовала доктора Левита. Она съездила со своими двойняшками. Я увидела просто невероятное чудо по их результатам. И, конечно, в эту же секунду мы созвонились с доктором и организовали нам лечение. Мой ребенок, это было 2,5 года, он тогда еще не ходил, не говорил, не понимал обращенную речь. Он кушал только растворимые каши и пюрешки в баночках. Ни о каком питании, социализации или о чем-то еще речи тогда не шло. И по истечении месяца, я сейчас уже, конечно, так подробно-то не помню, когда, в какой момент что произошло, мы лечились месяц в Израиле. Мой ребенок приехал уже на своих 2 ногах, он уже ходил.
Он перешел полностью на общий стол, он ел блины, борщи, котлеты. Для нас это, конечно, были какие-то чудеса. Он начал выполнять первые инструкции, пошло какое-то первое взаимодействие и с родителями, и с окружающим миром. И для меня это был просто колоссальный прогресс. Я занимаюсь организацией лечения, это моя профессия, еще до рождения моего старшего сына. Поэтому в эту же секунду, как только я поняла, что на моих глазах происходят такие чудеса, я предложила доктору организовывать его лечение в России, в Санкт-Петербурге, потому что таких детей у нас много, к сожалению, и которые поствакцинальные, или какие-то, есть там детки, которые, простите меня, 2 пальца в розетку засунули тоже, да, какой-то шок произошел, кого-то качелью ударило по голове, и таких деток, к сожалению, очень много. Не только тех, у которых задержка в развитии с рождения, или тех, у кого какие-то поствакцинальные осложнения. И поэтому мы с доктором сговорились, и я вот уже, получается, около 5 лет организовываю его приезд, собираю группы деток и вижу просто невероятные чудеса, которые происходят на моих глазах. Сразу же расскажу, сейчас моему сыну 7 лет, мы готовимся к школе. Скорее всего, это будет речевая школа, потому что все-таки в речевой школе у нас небольшое количество детей в классе, и немножко увеличена школьная программа. То есть какие-то остаточные явления все-таки еще не преодолены, да? То есть есть над чем работать. Знаете, вот на сегодняшний день он у меня прекрасно плавает, он занимается плаванием, занимается фигурным катанием, занимается горными лыжами, беговыми. Физическую задержку мы компенсировали. Что касается речи, он социален, он разговаривает абсолютно на любые темы. Он ходит на подготовку к школе, но, тем не менее, конечно, есть еще над чем работать. Мы решили, что в этом году мы в школу не пойдем, мы еще дадим возможность ребенку год позаниматься и постараемся максимально комфортно для него адаптировать его к школе. Поэтому, возможно, это будет изначально речевая школа. Спасибо большое, Тань. Доктор, поясните тогда. Вот в этой ситуации вы открываете, Татьяна затронула тот вопрос, когда мы затрагивали поствакцинальный синдром. И мы называем это поствакцинальные аутоиммунные проявления, проявляющиеся в виде аутизма. Вот. В данном случае это была родовая травма, гипоксия. И это тоже влияет на развитие детей, но это уже не аутизм. Это задержка развития с психоэмоциональными нарушениями и так далее. Другая категория пациентов. А их обычно смешивают в одну кучу и проводят общую реабилитацию. Вот здесь немножко другой случай, когда посттравматический фактор. И вот в данном случае мы добились результата очень хорошего. Доктор, у меня такой вопрос. А как вот вообще распознать, что ваш ребенок не просто хулиган, не просто непослушный, а вот именно больной? То есть вот где вот эта грань, когда родителям надо начать беспокоиться? Это самый очень важный вопрос, потому что самый главный вопрос – увидеть патологию вовремя. Потому что, если есть проблема, которая идет с самого рождения, ребенок с самого рождения начинает давать проблемы с развитием, это видно бывает, и обычно тут родители начинают бить тревогу и с ними проводят терапию. Но когда мы говорим о той патологии, когда она уже, вот в данном случае эти все случаи, которые вы сейчас будете видеть, это случаи, когда дети до года примерно развиваются нормально, и потом у них начинается откат в развитии. И тут надо смотреть, вот ребенок развивается по календарю, и вдруг у него перестает смотреть в глаза, перестает реагировать. То есть нужно понять, что была какая-то причина, вдруг какой-то триггер, что-то произошло. И тогда в этих случаях родители идут в поликлинику, в больницу, им говорят, подождите, ничего страшного нет, подождем еще полгода, год. И когда уже 2,5 года, 3 года, он говорит, ну что хотите, это уже аутизм. Но для нас важно начать лечение вовремя. То есть чем раньше распознать болезнь, тем как легче только увидели, лучше всего прийти хотя бы на 1 консультацию, на 2, да, и это уже даст результаты. Даже если прийти лишний раз вовремя, предупредить ситуацию, так, заранее, даже если все нормально. Лучше показать врачу-остеопату или краниосакральному терапевту, и это уже даст результаты. В нашей методике к нам приходят обычно дети и работают по нашей методике, когда дети уже очень больные, в тяжелом состоянии. То есть у вас разработана своя методика, которую вы применяете для подобных больных? Да, вот мы разработали эту технологию на базе, как я уже говорил, на базе краниосакральной терапии. Мы ее назвали краниоцеребральная стимуляция. И она дает очень такие позитивные выраженные эффекты в течение короткого времени. 2-3 недели мы уже можем видеть результаты.
Потому что это не психотерапевтическая технология, как дети, пытаясь, вот реабилитологи пытаются ребенка с больным состоянием, когда мозг не функционирует нормально, пытаться чего-то научить. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся лечением центральной нервной системы. И за счет этого ребенок выздоравливает. Он начинает слышать, понимать. Они же не слышат, не видят, не понимают. Нам кажется, что мы говорим с ним, пытаемся говорить, общаться с ними, а этого не происходит. Он их не слышит и не понимает. Поэтому чаще всего мне говорят, ребенок не может говорить. Ну как он может говорить, если он не слышит вас? Он не понимает, что вы говорите. Мозг у него перепутан. У аутистов нейронные связи, они перепутаны, они в разных направлениях там развиваются, неправильно собраны. Поэтому у него нет общей картины мира. То есть он не говорит не потому, что у него какие-то проблемы Нет, с речью, конечно, когда а это проблема чаще гораздо шире. Пытаются их заставить говорить, но он не может понять, что от него хотят. А когда вот проводишь терапию, и они начинают понимать, слышать, все. У нас несколько методик есть. Одна методика – это краниоцеребральная стимуляция, с которой мы работаем. Вторая методика – это вот метод, который отработал моим сыном Михаилом Левитом. Он вместе работал со мной, и краниосакральной терапией, и краниоцеребральной стимуляцией занимался. Но у него есть направление психотерапевтическое, которое называется метод ЛТП, который дает возможность тоже на уровне особых психотерапевтических технологий тоже в течение короткого времени научить ребенка общаться и понимать окружающий мир. Это особая методика, которая дает возможность очень хорошо продвинуть ребенка. Об этом вот мы в следующей передаче поговорим. Доктор, ну я думаю, что мы в следующей передаче продолжим говорить о вашем методе. Сейчас наше время, к сожалению, подошло к концу. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в программе «Здоровье не купишь» был доктор Левит, главный врач клиники Центра лечения и реабилитации детей с задержкой и нарушением умственного развития. Мы обязательно продолжим эту тему, потому что тема действительно интересная и, главное, полезная. Спасибо, доктор. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания.